Уже немало времени прошло, мы даже собирали площадь на стриме, и только-только дошли руки до ее обзора. Лучше поздно, чем никогда, так что давайте хотя бы сейчас взглянем на нее подробнее. Сказать здесь есть что. Некоторые минусы и непонятки даже могут отвадить кого-то из вас от покупки набора. Но для начала, как обычно, небольшая историческая справка. Обычные дома в Лего выходят крайне редко, а в средневековой тематике, посвященной в основном сражениям, и подавно. К счастью, средневековая городская площадь представляет нам даже несколько строений, каждая с очень даже завидной проработкой. Последний подобный набор, конечно же, средневековый рынок 10193. Они, кстати, похожи по комплектации. Два крупных складных дома, дерево на отдельной подставке, телега, торговая лавка. Все это хоть и типичные атрибуты средневекового городка, но явная параллель прослеживается. Также, что приходит в голову, 6067. Учитывая, что нас встречает чуть ли не ремейк этого набора, странно было бы его не вспомнить. Можно еще упомянуть 7189, нападение на мельницу. Но здесь разве что их объединяет коза и общий вайб построек. Прежде чем полноценно начнем, не постесняюсь напомнить про лайки и подписку на канал. Если здесь впервые, вы очень поможете видео набрать достойные просмотры. Заранее спасибо. А теперь предлагаю перейти непосредственно к набору. Как я уже упоминал, средневековая городская площадь состоит из двух крупных домов. Дерево с маленьким прудом и множеством мелких построек. От более крупной сырной лавки и телеги до подставки с щитами и бревном с топором. Один из домов большой, трехэтажный и легко вписался бы и в диораму крупного, плотно застроенного города. Второй же чуть более деревенское строение. В центре находится деревообрабатывающая мастерская, справа сыроварня, а слева живет ткач. Профессии здесь действительно не сильно стандартные для лего-жителей, особенно средневековых. Раньше мы получали десятки кузнецов, немного крестьян, одну хозяйку таверны и все. Если я кого-то забыл, поправьте меня в комментариях. А здесь и плотник, и ткач, и сборщик налогов. Дом поменьше, как я уже упоминал, состоит из трех частей. Сыроварня, мастерская плотника и дом ткача с ткацкой мастерской. Хоть это и три, по сути, отдельных дома, они все соединены. А чтобы получить доступ, можем просто развернуть боковые дома. Внутри дома заполнены примерно наполовину. Остается и место под минифигурки, и видно, что там есть чем заняться. Сыроварня. Сыр здесь доходит аж до чердачка, а позже мы увидим, что не только здесь. Немаленький стол также под завязку забит сыром. Есть плита, где он варится, и супер милый котенок. Есть стул, но помещение, хоть и выглядит как жилой дом, не имеет очень важной части – кровати. Дом, как и большая часть остальных домов, сделаны в фахверковом стиле. Такую же технику мы видели в замке рыцарей льва. Да, здесь они немного разбавлены как цветом дерева, так и цветом основного материала, но общая суть схожа. И я могу очень долго об этом говорить, так что постараюсь вкратце. Здесь всего лишь две кровати на весь набор. Отчасти это объясняется тем, что жилое помещение здесь одно, комната в трактире, а остальные чисто ремесленные. Но, насколько я знаю, ремесленники жили в тех же домах, где и работали. Так что очень большая загадка, где же они все спят. В общем-то, не первый раз возникают такие вопросы. Ну а мы вернемся к сыроварне. У дома имеется немаленький двор. Именно в этом дворе живет поставщик молока. Коза нового цвета. На самом деле приятно, что она не совпадает с козой из серии минифигурок. Жаль, что всего лишь одна. Места здесь немало,
Да и количество производимого сыра как будто несоизмеримо с одной небольшой козой. К счастью, ее легко разбавить козами из серии мини-фигурок, благо у меня их немало. Переходим к дому ткача. Он уже гораздо компактнее. Центр дома занимает ткацкий станок, на заднем фоне несколько бобин с нитками и маленькая печь справа. Гобелен по центру забирает почти все внимание. И не зря. Хоть это и всего лишь наклейка, на ней можно найти два раритетных набора. 6083 рыцарский турнир и, конечно же, легендарный желтый замок 375. Сам же дом, хоть и поменьше, также примечательный. Помимо уже упомянутого мною фахверка, здесь неплохо сделанная крыша. Общий стиль также взят из замка рыцаря льва, но есть интересные отличия. Достаточно аккуратно сделанное полукруглое окошко. Круглые формы всегда сложны в лего, так что такое исполнение определенно радует глаз. И, конечно, вносит разнообразие в здание набора. Двор возле дома также имеется. Пара небольших грядок и улей с пчелами. И, наконец, мастерская плотника. Она вышла самая худенькая, но зато двухэтажная. Для плотника сделали множество отдельных маленьких построек, которые как раз можно расположить на изначально пустом первом этаже. Второй этаж хранит в себе не только множество составляющих будущей телеги, но и первые и последние функции в наборе. С помощью лебедки можно поднимать и опускать грузы, а отдельный рычажок опускает лестницу, по которой на второй этаж можно попасть. Правда, подъемному механизму есть вопрос. Как-то далековато от самого дома до крюка. Есть еще небольшое замечание, которое позже разовьется в большое. Хоть и по сути это три разных дома, между ними нет стен. Как я понимаю, в первую очередь это сделано для экономии деталей, что ведет в том числе и к удешевлению набора, что неплохо. Но как будто немного страдает логика. Здесь, я думаю, за простой доступ к внутренностям домов это простительно. В общем, эта тройка домов смотрится очень мило, что ли. Они небольшие, повсюду множество мелких приятных деталей. Все зеленое и цветущее. Вывески также добавляют баллов к антуражу. Да и внутри есть на что посмотреть. Переходим дальше. Второй дом. Он уже выглядит как полноценный городской. 3 этажа, нависающих друг над другом. Наконец-то наличие спальных мест и небольшая казарма. Сразу предлагаю начать с моей главной претензии. Для кого-то это несущественно, но мне показалось важно это отметить. Несмотря на то, что по логике это должно быть одно здание, которое раскладывается и предоставляет доступ к внутренностям, по факту это два абсолютно разных дома. Причем настолько, что у нас разное количество этажей, разные высоты этих этажей, и никакой связи между ними нет. Например, замечательный, уютный трактир резко переходит в немного угрюмую мастерскую создательницы щитов. Или же комната солдата также резко переходит в, видимо, кухню таверны, и нет особо смысла, кроме экономии места, соединять их вместе. С каких-то сторон снаружи сложенный вариант неплох. Некое хаотичное наложение зданий, которые стоят чуть ли не друг на друге. Но, например, здесь у нас буквально дыра, ничем не обоснованная. И здесь также имеются определенно невентиляционные отверстия. Как, собственно, и здесь. Я думаю, мы бы могли спокойно пережить без щитовой мастерской, поместив кухню как раз туда, создав еще и стойку, сделав таверну полноценной, а второй этаж разделить на две комнаты. Но, к сожалению, получаем вот такие полуздания. Если же говорить о самих зданиях отдельно, они хороши и внутри, и снаружи. Гляньте только на украшения на фасаде таверны. Или на каменистую дорожку, к ней ведущую. Или хоть и простые,
но эффектные окна со створками или выпирающие вперед каменные лестницу и башню, хоть это и не совсем логично, но красиво. А уж внутри одна таверна завораживает своим интерьером. Мастерская по созданию щитов передает творческий беспорядок. Кухня также хороша. Помимо большого количества еды и аксессуаров, вот, кстати, еще сыр, здесь полноценная топка с открывающейся крышкой. На третий этаж, к сожалению, пожалели лестницу. Хотя место, учитывая 1 пин запаса, было. Это, видимо, комната, где останавливается сборщик налогов. Здесь же средневековый сейф, тайник в стене с собранным золотом. Ну и кровать со стандартным уже столиком. Милота. И, естественно, сыр. Стража также умеет писать и читать. По крайней мере, письмо и чернила на то указывают. На 2-й этаж ведет узенькая каменная лестница, а в башню еще более узенькая деревянная. К вершине башни, кстати, снова не попасть. Про дерево мало что можно сказать. Оно уже привычной нам конструкции, несколько веток с налепленными на них деталями крон. Зато получаем сразу несколько отсылок. Здесь продается коза по скидке, новые козы уж точно дешевле раритетной. Здесь ищется разбойник из отряда волков, который, кстати, неподалеку и совсем не скрывает своей принадлежности к ним. А здесь предупреждение о лорде летучих мышей на драконе. Базилия вернули, а вернется ли такой дракон, очень хотелось бы, ведь остальные из плакатов уже имеются. С созданиями все. Переходим к минифигуркам. Для набора такого размера хотелось бы их немного побольше. Хотя бы штук 10-12. Места бы им точно хватило. Но получаем только 8. Благо, они все разные. Из 8 у 6 новый уникальный принт торса. Причем 5 из них для мирных жителей. Подобные принты разбавят жителей вашего средневекового города, а если вдруг они вам не нужны, для современности также неплохо подойдут. Отдельно выделю 2 фигурки. Первая – сборщик налогов. Он может похвастаться еще и новыми принтованными ногами, да и роль у него не слишком типичная для лего-наборов. А что именно лего хотели сказать рисунком рыцаря в его налоговой книге, оставляйте в комментариях. Вторая фигурка – разбойник. Это долгожданное возвращение отряда волков. Хотя торс – единственная уникальная деталь в нем. Зато какая? Обновленный логотип, слегка выглядывающий мех сверху, ремень с кучей полезных мешочков. Да и капюшон с плащом лишними точно не будут. Животных в наборе хоть и много, но нет ни одного крупного. За козу, естественно, спасибо, а остальные животные достаточно проходные. А что же по итогу? Средневековая городская площадь – очень красивый набор. А за счет того, что это несколько отдельных, относительно небольших строений, пристроить его можно практически на любую полку, и смотреться они будут хорошо. К внутренностям есть некоторые вопросы, в том числе и логические. Не очень я люблю дома с обрубленными стенками, а здесь именно так и получается. Но общее впечатление это не сильно портит, хотя руки порываются исправить этот недочет. Кстати, напишите в комментариях, если желающих будет много, сделаю видео про это. По минифигуркам тоже спорно. Их мало, и животных, и людей. Но зато у нас здесь и коза в новой расцветке, и множество новых торсов. Здесь, я думаю, стоит еще взглянуть на цену. $230 за 3269 деталей. Для 2024 года звучит очень неплохо. В общем, берите, не пожалеете. А доработать набор всегда несложно. Пример, как это сделать, я описывал раньше. Спасибо всем за просмотр. Не забудьте про лайк и подписку с колокольчиком. Пока и удачи!